Добро пожаловать, дамы и господа, на мой урок по ваншоту всех боссов в Dark Souls Remastered. И что там обычно используется игроками для достижения всего впечатляющего результата? Какая-нибудь там огненная буря? Или град тьмы? Нет, такими казуальными приемами мы с вами пользоваться не будем. Тогда может быть мувсвап? Увы, но в ремастере он пофикшен. Соответственно, единственное, что нам тогда остается, это... доставать свои реально большие приборы и с одного лишь взмаха уничтожать весь столб здоровья босса. Что уже сильнее походит на настоящий брутальный ваншот, не правда ли? Так что готовьтесь, мои дорогие зрители, потому что сейчас я буду поэтапно пояснять за все детали, все механики, а также продемонстрирую идеальный маршрут для прохождения Dark Souls Remastered за один удар. Конечно, про многие моменты в этом гайде я уже подробно рассказывал в своем полноценном нагибе из 3 серий, рекомендую заценить, кстати. Поэтому сейчас я не буду точно так же их подробно разжевывать, хорошо? И для начала необходимо будет создать достойного этого прохождения персонажа. Выбираем вора, ведь отмычка наша все, и черные огненные бомбы, чтобы скипнуть сэра Толстяка, перезайдя в меню сразу после его смерти. Сейчас его нам никак не ваншотнуть, поэтому просто помахайте ему ручкой напоследок. Мы еще вернемся. И первым делом, прибыв в храм, мы, конечно же, его обчищаем. Вступаем в Ковенант к Пертусу, пусть пока живет, и отправляемся в болото. Ну уж очень нравится мне эта локация, ведь там находится сразу 2 больших осколка титанита, 3 сочнейшие сухие души, драконья чешуйка у костра, не отдыхайте на нем, кстати, и огромная дубина, леди и джентльмены. Возвращаемся, и тем же путем теперь пробегаем долину Дрейка. Лутаем по пути душу, человечность, хорошенький щит на мосту и нашу первую ключевую вещь. Кольцо с красным слезным камнем, повышающее весь наш дэмэдж на внушительные 50% при низком здоровье. Ну еще тут травяной щит под реген стамины валяется, лук лежит на уступе бесплатный, и наша первая ящерка ловится за руку, словно дешевка. И наконец, у работяги Андре, жадно впитав все собранные души, приобретаем символ Арториаса за солидные 20 тысяч, который в наши первые же 15 минут игры открывает доступ в прекраснейшую дрочильню душ под уже известным вам названием Долина Самопожертвований, где мы и поднимаем наш первый кэш в размере 70 тысяч. Становимся членом Ковенанта Лесных Охотников, которых мы только что сбрасывали с обрыва по 10 раз, лутаем их имбовый доспех и покидаем Ковенант Лесных Охотников, спихнув в пропасть прибывшего нас обучать капитана. И его ниндзя-помощника туда же. То же самое с лучницей в 10 метрах от Кэпа. Перезаходим, чтобы собрать всю вывалившуюся из них человечность, и бесстыже ее съедаем для повышения шанса дропа приколов с мобов. Ну, просто позднее нам понадобится каменный меч товарищей каменных рыцарей внизу от того же костра. Так что заранее берем 34 силы, и тогда от одной атаки в прыжке, вставая, эти рыцари сразу же будут ложиться обратно. Остатки же душ мы потратим на апгрейд огромного дрина до плюс 5, на покупку 2 наборов починки и апгрейда оружия и на прокачку учености до 14 вместе с верой. Если у вас остались какие-то копейки после всех вот этих произведенных нами манипуляций, да, ведь следующий прием является запрещенным и в любом случае утилизирует все оставшиеся души. Но по-другому тут никак, если не хотите фармить чешуйки до старости лет. В общем, да, леди и джентльмены, сейчас мы будем заниматься мерзким и отвратительным свинством.
И под свинством я имею в виду дюп этих несчастных драконьих чешуек. Зачем? Ну, во-первых, 20 нам понадобится для апгрейда наших основных приборов, секиры и меча дракона. Ну ладно бы еще так, но во-вторых, еще 80 стоит апгрейд Ковенанта драконов до 3 уровня, а без него мы не сможем как следует наорать на босса для 35% дэмэджа буста, что недопустимо для ваншот билдов. Конечно, вы можете их нафармить и так. Чешуйки со стоковым 5% шансом выпадают с дракончиков в долине Дрейка, там даже удобно приземляться, на них с дубиной можно. Но я все же покажу более быстрый метод на случай, если вы вдруг фармите 100 чешуек и не захотите. Короче, заходим, значит, в меню покупок у Андрея и, выбрав там обычные стрелы, практически одновременно нажимаем Enter плюс LKM на вот эту стрелочку. Тогда при удачном тайминге появится меню покупки не стрел, а длинного меча. И вы даже сможете купить один такой за, к примеру, 187 тысяч душ. Ну, звучит выгодно, поэтому соглашаемся. Вновь перезаходим в магазин, пытаемся приобрести тот же самый длинный меч, но после столь дорогого приобретения душ у нас, естественно, не остается. И тогда мы уже у себя в меню выбираем кнопочку выхода из игры и точно так же в тайминг нажимаем мышкой на вкладку с вещами и интро на выход. Получилось как у меня? Значит, можно спокойно выбирать нашу единственную найденную на болоте чешуйку и выбрасывать из инвентаря ее сохранившееся в памяти игры негативное число. Dark Souls Remastered получается. Ну и с чешуей наперевес можно теперь отправляться в стартовую локацию игры под названием Город Нежити. И мы тут пока что так, проездом, чисто пробежаться, открыть все шорткаты, ну по пути там еще один обломочек с рыцаря залутать. Нашей главной целью сейчас является хвостик вот этого очаровательного дракончика. Но чтобы до него добраться, придется разобраться с нашим первым боссом, Каппой. Вообще, в канализации все просто невероятно удобно расположено. Тут вам и уголек при входе положили, и нужного нам пироманта в бочку посадили. А еще скип к боссу организовали и 6000 слева скирка нам вручили. Ну, не локация, а мечта, я считаю. И в качестве вишенки на торте с хвоста босса еще и драконья секиры выпадает. Один из главных ваншот приборов в игре. Конечно, каждый раз ее придется ремонтировать после такого перформанса. Ну, для этого набор починки мы и покупали. А еще одной особенностью драконьего оружия, если вы не знали, является стоимость его апгрейда. 5 раз по 10 тысяч. Уф. Ну, возвращаемся к лесным охотникам, получается. A little longer than a few minutes later. Nice. 4К сверху еще пригодятся для приобретения таких волшебных чудес, как сила, потом поясню зачем, ну и, собственно, получаем пламя у освобожденного пиротехника и, обложив себе кирпичами, скатываемся в катакомбы за набором из целых 2 колец. Hello there. I have crippling depression. Just lube it up and it's an intense feeling for the other person. I think for myself too.
Ну, урон уже присутствует, я должен сказать. Но нам нужно... More power. And we're supposed to be twins. Twins. Right. И где, как ни на родном болоте, ее нам искать? Собственно, нужный нам спелл так и называется. Power Within. Это как Devil Trigger, поднимает урон еще на 40%, но вместо регена здоровья, наоборот, его дегенит. Да, в любом случае, это уже 4-я ключевая вещь в списке, а спустившись тут поблизости к озеру Золы, да, в этот раз даже ящер шугать не придется, только 2 обломочка собрать, мы получим сразу 5-ю и 6-ю. Но сначала... О, да, это место просто кричит о своей эпичности и мощи, содержащейся прямо в хвосте этого дракона. И в камешке, который заведующий сего ковенанта подарит нам за 30 преподнесенных чешуек. А за все 80, как я уже говорил, увеличит урон с рева еще на 5%. Но не стоит обольщаться, этот тум при использовании поглощает практически всю вашу стамину, а держится всего каких-то жалких несколько секунд, в течение которых вы должны будете еще и босса как следует ударить, и поверьте мне, это куда сложнее, чем кажется. И, к слову, наша новая форма позволяет не только орать, но и кусаться. А силовая атака нового меча будет даже немножко помощнее ульты секиры. Плюс бьет она вдаль. Но вот зачаровать инструмент, к сожалению, нельзя. Хотя, это мы еще посмотрим. Короче, погнали тестить. Нет, тру-нагибаторы на такие дешевые провокации не поддаются. Вместо этого они запускают свой киберспортивный компьютер, садятся в свое киберспортивное кресло и киберспортивно уничтожают каждого своего соперника в War Thunder. Потому что War Thunder — это военный онлайн-экшен, являющийся просто идеальным местом для демонстрации своего огромного скилла в самых разных направлениях, между прочим. Ну, для начала вы можете продемонстрировать свое превосходство в воздухе. Истребители там, бомбардировщики, штурмовички — все в вашем распоряжении. Потом смачно пробить чью-нибудь кабину разрывным из танка, полюбовавшись эпичным проникновением в X-Ray-моде, и шлифануть все это дело тотальной аннигиляции воздуха с огромного крейсера. И никаких тут вам полосок здоровья, XP-поинтов, дэмэдж чисел с весь экран, только реальные модели техники от Второй мировой до современности, красивые разнообразные пейзажи, продвинутая физика и полное погружение. Кастомизация и прокачка приборов, к слову, тоже присутствует, а самое главное, знаете что? Игра абсолютно бесплатна. Просто берете, качаете War Thunder внизу по волшебной ссылке и даже получаете полезные бонусы сверху. Красота! А теперь, я полагаю, можно продолжить тестирование. Ну, за красоту! Вот теперь уже можно и город нежити наконец-то зачистить. Теперь мы готовы, так что смело заходим прямо с парадного входа. И все, что нас здесь интересует, на самом деле, я бы уместил тупо в одно предложение, проверяйте. Бомбочки у торговца, сам торговец, маг, запертый ключом торговца, шоковый лубрикант, ну, мало ли пригодится, 4-й обломок, скала, ящерка, большой грозный демонюга Die. и виверна. Don't get so cocky. Собрали всех покемонов, значит выезжаем за горгульями. Кстати, Лотрика ни в коем случае убивать не стоит. Как бы не хотелось, я знаю. И последнее, перед крепостью Сена, закупите у мага колечко плюс 2 вот этих спыла. Ну что ж,
Поехали! That hurts. Wait, what? Так, ну, немножечко не хватило, да, но на самом деле это легко исправить. Нужно всего лишь найти подходящий невысокий уступчик, достать свою волшебную палочку, попытаться наложить баф на свою правую руку, после чего свапнуться на меч плюс любое другое доступное заклинание, тут же сойти вниз и ровно в момент касания земли вновь прожать каст. Там был баф, леди и джентльмены, глич, который позволяет зачаровывать что угодно и чем угодно. Как вам, допустим, топовый в игре жезл, зачарованный на Dark Moon Blade? Или, возможно, вы предпочтете двойной лайтсейбер из молнии? Ну, в любом случае нам хватит и простого магического зачарования. В Анаронда для комфорта было бы неплохо намашнить себе щит, как я всегда это делаю. А так, лутаем вторую версию каменного доспеха, монетки из мимиков, осуществляем скип и пытаемся удачно подловить толстого и тонкого. First blood. Double kill. Ну, в общем, получаем чашу, да, не задерживаемся и сразу ставим ее, плюс заодно своего ручного змея подкармливаем. Ах, ну да, Лотрик. Ну, подбираем, значит, черное око и наносим ему визит, что ли? И все это делалось ради одного знака возмездия. Ведь эти сушеные ушки – излюбленные побрякушки очаровашки Гвиндолина. Проход к нему, правда, будет поначалу закрыт, но как раз для этого кольцо Темной Луны и предназначено. Вступаем в аниме Ковенанты, чтобы получить 7-ю ключевую вещь, а также забафать ее по максимуму. Придется снова заняться нам. Ну, вы поняли, чем. Ну все, ладно, в последний раз, а то наяривать еще 79 штук с ворон в нарисованном мире занятие не из самых кайфовых, знаете ли. А нужно это все для получения столь чудного зачарования под названием Клинок Темной Луны. Самого сильного в игре, между прочим. И к этому моменту у вас уже должно быть вкачано как минимум 30 веры. А заведя ее до 50, в принципе из статов больше нам ничего и не нужно будет, за исключением нескольких моментов. Ну что, леди и джентльмены, самое время нам навестить несколько боссов. На, ваншотнул бабочку, какой профессионал.
возвращаемся в тюрьму, получается. Thank you, Dark Souls. И теперь-то нам, наверное, хватит урона, чтобы разобраться с первым боссом, правильно? А также снизу его братка можно шлепнуть заодно. К сожалению, этот босс слишком толстый для ваншота милишки, дорогие друзья. Или нет? Ребята, самое время ехать в DLC, ловить там самого неуловимого львенка на Диком Западе. И если вы думали, что это было тяжело, то позвольте мне представить вам сэра Арториаса. Для его килла нам необходимо будет попасть ровно в такое маленькое окошечко контрудара, то есть ударить прямо во время его атаки, да, чтобы засчитался бонусный скейл урона. А иначе дамага не хватит даже с каменным мечом. А чтобы укротить следующий экземпляр чистейшей эссенции страданий, нам понадобится еще один инструмент. Небезызвестная демоническая секира. Главный ее прикол в том, что она обладает самым высоким уроном стычки среди всего оружия. И довольно быстро выбивается скиллцов в изолите. Так что показываем свой киберспортивный скип в архивах. Лутаем там кристальный уголек и базбустим ее урон до максимума, проведя за счет уже заранее собранного титанита по пути кристалла. Это типа как обычное улучшение, только с увеличенным уроном и без возможности чинить оружие. В общем, штука интересная. Ну и раз уж мы начали о киберспорте, то вот вам еще один скип. Ладно. Просто так получается, что при загруженности в 25-30% персонажу открывается потрясающая способность кувыркаться прямо в воздухе. Только если обычно мы уклоняемся от всяких ударов там, то здесь от гравитации. Ну, лутаем сразу ключик поблизости, триггерим Каламита, не отказываемся в этот раз от помощи Гоха и готовимся к самому ювелирному ваншоту в прохождении.
И вот, наконец, дошли мы до Мануса с одним королем. И причина, по которой они стоят вместе у меня в видео и держатся за руки, заключается в том, что они оба любители глубоких темных фантазий. А еще ни того, ни другого по-нормальному ваншотнуть милишкой в принципе не получится в ремастеред версии, поэтому я просто испепелил их своим взглядом за такое неуважение. А теперь убиваем Гвиндолина, потому что... There's just one kind of man that you can trust, that's a dead man. Oh, heretic, swathed in dark. Да, после этого не получится более использовать клинок темной луны, но там был баф никто не отменял. А взамен нам сразу же выдают клинок света. Скилл урона будет у него пониже, но зато тип урона теперь электрический. И, например, по прицеле молния работает куда эффективнее. Точно так же, как и по Дракоше Ситу, но чтобы хватило урона на него, не забудьте вернуться в Ковенант Дракона для того самого бонусного урона от камушка. Притом нам нужен именно 3-й ранг, который сейчас придется восстанавливать очередными 40 чешуйками. Ведь при ливе все внесенные подношения делятся на 2, напоминаю. Либо у челов Sans Fortress покупаем Penetration Sword, финальную вещь в списке, тоже проводим его по пути кристалла, второй кусок можно найти на арене с черным дракошей, напяливаем кольцо Орнштейна и проводим тактическую контратаку. Ну и без задней мысли заканчиваем игру своим критическим ванчлайном секирой прямо по бедному старичку Гвину. Так, стоп. Кажется, я кого-то упустил. Одно костлявое недоразумение под именем Нита. Да, именно этого засранца, который без конца ковыряется своим клинком у нас в заднице, суммонит толпу скелетов, мешающих нормально его ударить, и в целом ведет себя абсолютно по-свински. Дело в том, что его можно убить гличом и не париться, да, но тут возможен чистый ваншот. Поэтому я, конечно же, взял и запарился с этим, и потратив примерно 150 тысяч нервных клеток, теперь готов вам за него пояснить. Ни драконья секира, ни меч на нем не прокатят. Только Penetration Sword на 3-м ранге дракона при 40 ловкости, почему я и оставил его напоследок, и под забафанным тамблбафом Darkmoon Blade из-за повышенного резиста у ниток молнии. Только тогда у вас получится оформить самый то ни на есть натуральный ваншот. Чё, закибербулили тебя, да? Ну я не знаю, выключи компьютер, хз. И если вы всерьез возьметесь проходить так Dark Souls 1, ну, я пожелаю вам удачи. Ну и так как на этот видос было потрачено просто безумное количество времени и сил, я даже лайки не буду просить, просто спасибо, что досмотрели до конца. Огромная благодарность всем спонсорам, реально уважаю за все ваши чаевые, а все использованные места для тамблбафа вы найдете в отдельном видео, в описании. Не забывайте, что вас ждут крутые бонусы в War Thunder,
Ну и оставайтесь замотивированными, мои маленькие нагибаторы.